Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать такой интересный, простой, но универсальный узорчик, который можно использовать от топиков маечек летних, да, до ковра из полиэфирного шнура. Естественно, можно вязать любыми ниточками. От хлопка, микрофибры до акрила, шерсти и так далее, и так далее. Узорчик несложный. Узорчик представляет собой вот такие вот объемные шишечки и рельефные столбики. Изнаночка обычная, просто изнаночка. Вот. И, естественно, что это может быть? Кофточка, кардиганчик, шарфик, снудик, да, то есть в зависимости от ниточек, топики, маечки и так далее, и так далее. Жду в комментариях, где можно применить данный узорчик, потому что вы большие мастера, дизайнеры, вы знаете больше. Итак, узорчик несложный, я буду показывать шаг за шагом, так что присоединяйтесь. Ну что, свяжем? Итак, ниточки, которые я буду использовать в данном узорчике, это стопроцентный акрил, это Yarn Art Baby, это Yarn Art Elite, но неважно, да? То есть смотрите, стопроцентный акрил, новички, кто еще не вязал, не работал с данными ниточками, метраж 100 грамм, 300 метров, да? Есть, получается, 50 грамм, 150 метров, это то же самое. И нам здесь советует производитель брать крючок 3,5 мм. Что в этих ниточках, что в этих ниточках. У них одинаковая толщина. Берем крючок, такой вот празднично-нарядный, 3,5 миллиметра. Понятно? Вот. Вы можете вязать из одного цвета, повторюсь. Вы можете вязать из двух, из трех, четырех, из скольки угодно цветов. Вас никто как бы не ограничивает. А также ниточки вы можете брать совсем любые. Можете акрил, можете хлопок, микрофибра, все что угодно, что захотите, вплоть до полиэфирного шнура. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Раппорт сегодняшнего узорчика у нас будет равняться 2 петелькам, получается кратное 2 и еще плюс 1 петельку для того, чтобы узорчик красиво закончился. Понятно? Так что давайте этими ниточками, да, раз они потолще, наберем 31 воздушную петельку. Я думаю, мы уложимся, я вам покажу весь узорчик. Итак, в начале петелька фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 31 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Теперь смотрите. Предлагаю сделать вспомогательный ряд, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, особенно новички. Давайте сделаем их с полустолбиками с накидом. Итак, 2 воздушные петельки. 1, 2. А теперь отсчитываем 4-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4. Накид. Ныряем в 4-ю петельку. Вытягиваем ниточку. У нас на крючке 3 петельки. Теперь их провязываем все вместе. 1. Вот он получается. То есть вот не полный столбик, да, а полустолбик. И он еще с накидом. Накид. Нырнули в следующую петельку. Вытянули ниточку и все 3 петельки вместе. Оп. То есть получается столбик чуть повыше, чем столбик без накида, но ниже, чем столбик с накидом. Понятно? Вот вы можете, конечно, первоначальный ряд сделать какой вам угодно. Столбиками с накидом, без накида и так далее. Вот. Это для новичков, чтобы они не запутались в воздушных петельках по началу. Все, давайте вот так вот до конца ряда. Так? Если набирали точно так же, как и я, 31 воздушную петельку, то у вас должно получиться 31 столбик. Верно? То есть сами контролируйте себя. Если сделали больше, то провязывайте больше. Если меньше, то провязывайте меньше. Первый ряд всегда вяжется чуть медленнее, чем все остальные, поэтому не переживайте. Все вяжут первый ряд медленно. Понятно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь мы четко, с уверенностью можем приступать к самому узорчику. Итак, воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Есть. Далее воздушная петелька и пропускаем 1 столбик. Следующий столбик, столбик без накида. Воздушная петелька, пропускаем столбик. Следующий столбик, столбик без накида. То есть мы формируем как бы такие малюсенькие окошечки. Понятно? Окошечки вот такие вот. Опять воздушная петелька, столбик пропустили, следующий столбик без накида. То есть если и так далее до конца ряда. Если бы вы провязывали начали с воздушных петелек, да, то новички бы, ну, для начала, конечно, бы запутались. Вот. И так далее, и так далее. Ряд несложный. Давайте. Столбик, воздушная, столбик, воздушная, столбик, воздушная. В конце ряда я вас встречаю.
Итак, смотрите, все ровненько, аккуратненько провязали наш ряд. И как мы заканчиваем ряд? Получается, вот последний наш столбик, воздушная петелька, один столбик пропускаем и в 3 петельки подъема ныряем, вытягиваем ниточку и должны провязать столбик без накида, но здесь я буду провязывать, да, последние 2 петельки новым цветом. То есть последние 2 петельки на крючке, неважно, это какой столбик, с накидом, без накида, с двумя, с тремя накидами, да, то есть на будущее, то вы провязываете именно последние 2 петельки новым цветом, так вы вводите новую ниточку в вязание, видите? То есть как бы ряд закончился белым цветом, да, но розовенькая ниточка уже в процессе вязания. Теперь можем подтянуть, да, беленькую и дальше по узорчику 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее, смотрите, будем работать в этом ряду только лишь там, где окошечки с воздушными петельками. Воздушная петелька, воздушная петелька, воздушная петелька, воздушная петелька. Понятно? Вот эти вот арочки. Итак, накид. Ныряем вот в эту арочку из воздушной петельки, вытягиваем ниточку, так, и провязываем только лишь 2 петельки. Стоп. Опять накид. Сюда же опять в эту арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. И третий раз. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь у вас на крючке 4 петельки, и когда 4 петельки, вы провязываете их все вместе. Раз, провязали, зафиксировали. Понятно? Вот как бы такая вот шишечка, да, вот такой вот пышный столбик у вас формируется. Идем дальше. Столбик мы пропускаем, и в следующий, получается, арочку провязываем точно такую же шишечку. Накид, вытянули ниточку, 2 петельки провязали, стоп. Накид, нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И когда у вас 4 петельки на крючке, вы провязываете их все вместе и обязательно зафиксируйте. Понятно? Вот. И таким образом вы будете провязывать в каждую арочку будете делать шишечки. Понятно? Так, раз, накид, нырнули, 2, накид, нырнули, 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Все, давайте вот так вот аккуратненько до конца ряда, да, не сложно же, до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот ровненько, аккуратненько, наши шишечки готовы. И заканчиваем мы ряд просто обычным столбиком с накидом. Вот наш столбик, который был в предыдущем ряду без накида. И провязали обычный столбик с накидом. Дальше продолжаем этой же ниточкой. Воздушная петелька и сюда же поворот. Сюда же в этот же столбик нырнули и провязали столбик без накида. Теперь смотрите, вот у нас здесь получается, мы делали петельку фиксации, да, когда шишечку соединяли. Ныряем, получается, в эту арочку, петельку фиксации и провязываем столбик без накида. Далее у нас идет сама шишечка, вот верхушечка шишечки. Мы ныряем в эту верхушечку и тоже провязываем столбик без накида. Далее, видите, получается, между шишечками у нас вот такая вот арочка. В нее нырнули и провязали столбик без накида. В верхушку столбик без накида, в арочку между шишечками столбик без накида. В верхушку столбик без накида и между шишечками в арочку столбик без накида. Понятно? Вот, несложно. То есть вы провязываете и в верхушку, и в арочку, и в верхушку, и в арочку, и до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, практически наш ряд готов. Как мы заканчиваем, да? Вот я провязала столбик без накида вот в верхушечку, и у нас остаются, получается, 3 петельки подъема. Поэтому мы ныряем в третью петельку и провязываем точно так же столбик без накида, но здесь я хочу поменять ниточку, так? То есть я хочу опять переключиться на белый цвет. Вы можете переключаться на другой, любой, да? Уже можете на третий цвет переключаться. И провязываю 2 последние петельки вот на крючке, провязываю новым цветом. Все. Розовенькую подтягиваю, белую нет, иначе будет край зажулькиваться. Идем дальше по узорчику. Воздушная петелька, поворот. И вот сюда же я ныряю опять и провязываю столбик без накида. Есть. Далее смотрите, вот наши столбики идут. Раз, два, три, четыре. То есть по верхушкам их очень хорошо видно. Ныряем в следующий столбик и провязываем столбик без накида. А теперь внимание, смотрите. Мы теперь должны будем опуститься на ряд, получается, там, где у нас шишечки. То есть не вот этот розовый ряд, да, а еще ниже. И если вы помните, да, то вы вязали здесь 3 столбика. Да? Не полных, конечно, 3 столбика. И вот наша задача, мы должны будем сейчас работать именно со средним столбиком. Понятно? То есть внимательно посмотрите в своем узорчике. Вот они. Раз, два, три. И вы будете захватывать только лишь средний столбик. Угу. Все, смотрите, как мы это делаем. Делаем накид и
опускаемся вниз, получается, до среднего центрального, назовем его, да, столбика. И провязываем, как мы провязываем рельефные столбики. То есть получается столбик у нас перед крючком, вытягиваем ниточку, так, и потом провязываем по 2 петельки. 2, 2. Понятно? То есть мы вот таким образом спустились и провязали, получается, как бы как бутончик такой, да, и как бы стебелечек. Вот, идем дальше. Как только провязали столбик, сделали воздушную петельку. И вот за, получается, бутончиком вот этот столбик мы пропускаем. И вот над бутончиком, видите, вот столбик, мы в него ныряем и провязываем столбик без накида. Опять опускаемся к центральному столбику, провязываем рельефный лицевой, так скажем, столбик с накидом. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2 и опять воздушная. Видите как? То есть как бы ничего сложного, да, но так вот необычно. Опять вот столбик один пропустили, в следующий провязали столбик без накида. Дальше накид. Опять опускаемся к центральному, получается, нашему столбику, захватываем его. Сзади наперед столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, воздушная. Столбик пропустили, в следующий столбик без накида. Накид. Опять в центральный столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем. 2, 2, воздушная петелька. Понятно? Вот. Как бы ничего такого сложного, но такой вот рельеф образуется. Я надеюсь, самостоятельно справитесь, да? Вот. До конца ряда провязывайте. В конце ряда я вас встречаю. И будет красота. Так, смотрите, вот красота. Получается, рельефные столбики все-таки придают какую-то изюминку, да, узорчиком. Итак, закончили последний рельефный столбик, сделали воздушную петельку и нырнули в последний столбик розового цвета, да, столбик без накида, и провязываем тоже столбик без накида. Далее продолжаем этой же ниточкой. Воздушная петелька, поворот, и в этот же столбик мы ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. А далее смотрите. Воздушная петелька. И вот наши столбики, видите, мы провязывали столбик, 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 столбик. Вот мы будем работать с этими столбиками. То есть мы ныряем в него и провязываем тоже столбик без накида. Воздушная петелька. Опять в столбик нырнули, столбик без накида. Воздушная петелька, столбик без накида. Воздушная петелька, столбик без накида. Помните, вы так уже провязывали, да? Вот здесь вот вы провязывали уже так. То есть мы, получается, уже повторяем наш узорчик. Все, давайте до конца ряда воздушный столбик, а в конце ряда я вас встречу. Так, довязали до конца ряда. И получается в последний столбик, да, без накида тоже провязываем столбик без накида, но провязываем новой ниточкой. Вы можете брать, конечно, уже другой цвет, да, то есть у вас будут следующие шишечки из другого цвета, но я возьму точно тот же самый розовый. Сильно розовую ниточку не тяну, чтобы край не зажулькать. Вот так вот провязала 2 последние петельки. Все, розовую я не подтягиваю, могу подтянуть только белую. Далее по узорчику 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И смотрите, теперь наша с вами задача провязать точно такие же шишечки, как мы провязывали в самом первом нашем розовом ряду. Помните, да? Получается, точно так же мы с вами ныряем в вот эти вот наши воздушные петельки, арочки, так, и провязываем шишечки. Итак, нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. То же самое, накид, 2 петельки, стоп, накид, 2 петельки, стоп. Теперь все петельки провязали вместе и воздушная петелька. Угу. Далее, точно так же получается. Пропускаем с вами один столбик, и вот там, где арочка из воздушной петельки, так, вот мы опять же в нее ныряем и опять провязываем пышный столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязали, получается, воздушной петелькой зафиксировали. И то же самое и так далее до конца ряда. То есть получается, теперь у вас повторяется полностью весь наш узорчик, который мы провязывали до этого. Провязали, зафиксировали. Понятно? Вот. Смотрите, сейчас вы провязываете шишечки, да? Обратно возвращаетесь столбиками. Потом опять переключаетесь на белую ниточку, провязываете рельефные столбики. И обратно возвращаетесь опять столбиками с воздушными петельками. Понятно? Давайте. До конца ряда здесь я вас еще встречу. Договорились? Давайте. У вас получится. Так, очередные шишечки наши готовы. Далее что мы делаем? Воздушную петельку.
Сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида. А теперь вспоминайте, да? И верхушечки, и вот эти арочки, которые находятся между шишечками, и верхушечки, и арочки, и верхушечки, и арочки провязываем столбиками без накида. Помните, да? То есть за верхушечку взялись, провязали столбик без накида, в арочку столбик без накида, верхушечка столбик без накида, арочка столбик без накида. Я провязываю этим же цветом, да, а вы же, большие дизайнеры, можете любым другим, каким захотите, да? Все, до конца ряда. Давайте. Итак, смотрите, вот еще один ряд мы провязали нашими столбиками и заканчиваем, получается, столбиком без накида, но здесь опять меняю ниточку. Видите? Вы можете менять, можете не менять. Итак, провязываю 2 последние петельки на крючке новой ниточкой. Белую не тяну, но могу подтянуть розовую. Далее по узорчику воздушная петелька. И сюда же, да, поворот. И сюда же я опять провязываю столбик без накида. Все, переключились на новый ряд. Далее смотрите, как мы делали в предыдущем ряду, где делали рельефный лицевой столбик с накидом. Итак, следующий столбик провязываем столбиком без накида. Далее делаем накид и опускаемся к нашему, получается, пышному столбику, а именно к среднему центральному столбику. Захватываем его сзади наперед и опять вытягиваем ниточку и, получается, провязываем по 2 петельки. Раз, два. Все, мы повторяем тот же самый ряд, где мы провязывали вот эти рельефные столбики. Воздушная петелька, столбик пропускаем в следующий столбик, столбик без накида. Накид, опять ныряем к центральному нашему столбику и провязываем его рельефным лицевым столбиком с накидом. Воздушная петелька, столбик пропустили, в следующий опять столбик без накида. И так далее. Вы уже поняли, да? Все, далее получается повторение. То есть до конца ряда вы провязываете точно так же, ничего нового. Но зато какая будет красота. Да? Необычно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу. Давайте, у вас получится. Так, вот наш ряд с рельефными столбиками провязан. Ровненько, аккуратненько. Далее смотрите. Вот мы закончили столбиком без накида. Воздушная петелька, поворот. И опять сюда же провязываем мы столбик без накида. А теперь помните, да? Вот там, где наши столбики без накида, мы провязываем их столбиками, а между ними делаем арочку из воздушной петельки. Воздушная петелька в столбик, столбик. Воздушная петелька в столбик, столбик. И так далее до конца ряда. То есть все. Мы уже с вами 2 раза провязали наш раппорт, да, узорчика. То есть дальше вы уже самостоятельно можете увеличить образец вашего узорчика на любое количество рядов. Понятно? Все, то есть вы сейчас провязываете столбик воздушный, столбик воздушный, столбик воздушный, а дальше возвращаетесь опять шишечками. Шишечки, столбики, рельефные, столбик воздушный. Шишечки, столбики, рельефные, столбик воздушный. Понятно? Вот, давайте увеличим наш образец в несколько рядочков, потому что когда будет много, да, рядочков, будет красиво выглядеть. Еще лучше будет выглядеть узорчик. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу получается какая красота. И обратно, да, последний ряд получается. Я вначале беленькими провязала ниточками рельефные столбики, а обратно уже провязала просто полустолбиками в каждую петельку, как мы провязывали в самом начале. Вот. Смотрите, какая получается красота. Вот так он плотненький, вот так он, видите, немножечко тянется. Вот. Изнаночка ровненько, аккуратненько, лицевая сторона объемная, да? Вот такая красота. Если вы используете, например, ниточки разных цветов, то представьте, у вас могут быть не просто розовые, да, как у меня, а каждый ряд может быть разного цвета. Очень интересно. Либо, наоборот, вместо белых ниточек вы можете использовать разноцветный или меланжевый. То есть фантазия, конечно, да, для нового узорчика можно разгуляться. Класс. Давайте замерим. Итак, если мы набирали 31 воздушную петельку, допустим, это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания, ну, допустим, то это получается у нас, ну, 19 сантиметров точно с хвостиком. Так, и тут получается мы делали белыми ниточками 2 ряда, да, потом 2 ряда, получается, у нас идут розовыми ниточками, то есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22, да. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Верно. Во. Я даже не заметила. Он так быстро и легко вяжется. Так непринужденно. Класс. Итак, это получается у нас по сантиметрам. По сантиметрам, ну, практически, да, ну, 14,5 сантиметров. Вот.
Смотрите, и ровненький, да, не нужно ничего выдумывать, как закрыть, как выровнять и так далее. То есть будете вязать, вязать будет легко вам. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, а также писать комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. А также под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Делитесь. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.